Привет! В этот раз я решил сделать фанатский арт на тему Вархаммера. Думаю, как и многие, я тоже не был знаком с этой настольной игрой, но у нее очень много фанатов по всему миру. Я старался максимально углубиться во все детали и разнообразие персонажей, но не исключаю ошибок, так что заранее прошу прощения у фанатов, если где напутал. В качестве главного героя я выбрал боевую машину ультрамаринов Dreadnought Castroferum. Это что-то вроде танка в обычном понимании, который управляется уважаемым героем-космодесантником, тело которого в бою получило несовместимые с жизнью раны. На макете запечатлен фрагмент боя дредноута против орков. Садитесь поудобнее, сейчас я расскажу и про персонажа, и про детальную сборку макета. После изучения истории и подбора рефов я начинаю с подготовки 3D моделей под 3D печать. Как обычно, печатаю на полимерных 3D принтерах. Корпус будет практически увешан светодиодами и количество проводов внутри достаточно большое. Также внутри будет сидеть пилот, поэтому я решил разделить кабину на 3 части. Делаю отверстия под светодиоды. Я буду использовать финишную шпаклевку для имитации побитой брони. Для этого наношу на поверхность брони и размазываю пальцем или зубочисткой, формируя шагрень на поверхности. Сколы, царапины создаю с помощью ножа и кусачек. Полимер прочный, но очень колкий. Это хорошо сказывается при создании сколов, они получаются очень реалистичными. Место, где расположен пилот, называется саркофаг. Вырезаю смотровую щель для пилота. Внутри такого бронированного гроба плоть древнего сохраняется при помощи амниотической жидкости. Решение сохранить павшего боевого брата подобным образом – это великая честь. В покраске корпуса нет ничего необычного, я использовал синий как основной и дополнительный цвет серебряный. Вообще процесс покраски довольно интересный и легко убивает время на карантине, но при монтаже всегда хочется этот этап ускорить, так как кажется немного нудноватым. Вот прямо сейчас немного подрежу его. Ну, например, вот этот кусочек. Хренак и готово. Двигаемся дальше. Чтобы выделить все царапинки и шагрень поверхности, а также добавить модели объема, я использую смывку. Смывка представляет из себя жидко разведенную акриловую краску в пропорции приблизительно 50 на 50 с растворителем. Использование смывки очень сильно экономит время. Не нужно прорабатывать каждый винтик, заклепку, царапину или любую другую мелкую деталь. Покраска задней части абсолютно точно такая же. Было бы даже неплохо ее ускорить. Например, при помощи дополнительных рук и магии монтажа. Блин, все равно кажется медленно. Короче, немного магии и готово. Ладно, не магия это, всего лишь вейперский пар. Эту часть также покрываю смывкой. Все сколы я крашу под металлик, это отлично создает иллюзию реалистичности. Кусочком губки металлической краской делаю потертости на корпусе. Вклеиваю светодиоды. Смотровую щель для пилота закрываю прозрачным пластиком. А вообще говорят, у него там стоит триплекс. Это такое бронированное многослойное стекло, которое по легенде защищает от любых попаданий. Это башка пилота. На самом деле внутри сидит реанимированный космодесантник. Суть в том, что когда самый опытный и титулованный боец погибает в бою, то ему дают второй шанс на существование в этой огромной машине. Для макета мне хватит одной головы, больше ничего видно не будет.
Мне нужны еще головы. Давай сюда, вполне годная голова. Готова отправиться превозмогать. Склеиваю все части в один большой корпус. Корпус реально получился большой. Перехожу к рукам. Дредноуты оснащают различными орудиями, как для ближнего, так и для дальнего боя. В моем варианте это силовые когти на левой руке и крупнокалиберный пулемет Гатлинга на правой. Пока я крашу многоствольную пушку, я расскажу интересный факт про пилота дредноута. Оказывается, он не постоянно бодрствует, а только по необходимости. Вне битвы технодесантники Ордена позволяют этим древним героям отдыхать, вводя их в сон, который может длиться сотни лет. Остановить Дреда невероятно сложно, только практически полное уничтожение саркофага с пилотом заставит машину остановиться. Но и в этом случае дредноута нельзя оставлять на поле битвы. Его уносят, чтобы восстановить для будущих сражений. Дым из труб делаю из обычной ваты. Обматываю ей проволоку, склеиваю жидким клеем и крашу из аэрочерным. Поле битвы для такой машины получилось довольно большим, решил сделать его круглым и полностью покрыть грязью. Основание делаю из пеноплекса, сверху покрываю скалптомолдом. Грязь имитирую с помощью акрилового состава от АК. Довольно неплохой материал с песчинками и после высыхания становится немного глянцевым, будто реально свежая грязюка. Дополнительно добавлю еще мелких камушков по вкусу. Краска подсохла, и теперь различной кучей смывок выделю тени, свет, сделаю объем рельефу. Также применю специальные составы от Валеха для имитации топлива и масла. Налью немного готовых луж. Кстати, так себе состав, пузырики практически не убрать. Оу е, сейчас будет создание взрыва. Основание под взрыв немного углубляю и формирую воронку из скалптомолда. Землю делаю из ваты, формирую что-то вроде напоминающих по форме морковки. Чтобы имитировать фактуру земли, я использую шпаклевку, смешанную с жидким клеем, и наношу эту смесь кистью. Готовые штуковины вставляю в еще не подсохший скалптомолд. Сердце взрыва также формирую из ваты, но делаю их по форме шарообразными, со светодиодами внутри. Всего таких шариков будет 3.
Мелкими кусочками пеноплекса имитирую кусочки земли у основания. Дальше все подкрашиваю в цвет земли, снизу темнее, сверху светлее. В центре взрыва использую желтый, красный и оранжевый. На 3D принтере подготовил орка, который разлетается на куски от взрыва, вклеиваю его части в взрыв. Вот сейчас я тут прокрашиваю шланги и различные механические соединения, краской имитирующие масло. У Олега есть такая линейка красок. Всплески на луже и гильзы. А вот еще Дред Орка схватил. Спасибо, что были со мной, удачи вам! Готов пафосно превозмогать. Пафосно и готично.